Добрый день. Сегодня будет видео, которое я не делал в таком формате уже давно. Давайте подведем итоги на текущий момент. Какой плеер все-таки лучше всего подходит для воспроизведения Dolby Vision? У меня есть парочка плееров, которые поддерживают Dolby Vision. На данный момент у нас действительно есть плеер, который может заменить и превзойти все устройства, позволяющие воспроизводить Dolby Vision. Этот плеер Yugus AM6B+. Сочетание этого аппаратного плеера и операционной системы Core ELEC действительно на текущий момент является лучшим решением. Это устройство называется SIAM. Это сочетание Core ELEC и AM Logic. Именно оно выдаст вам максимально точное и правильное изображение в Dolby Vision. Никакое другое устройство на текущий момент не обладает таким функционалом и такой точностью воспроизведения Dolby Vision. SIAM Player, как я его назвал, позволяет воспроизводить Dolby Vision с FEL-слоем в седьмом профиле, чего не может предложить ни один другой медиаплеер. Если вы будете смотреть, например, буклеты или описания на сайтах того же Dune HD или Revolution, то вы увидите, что эти плееры поддерживают воспроизведение Dolby Vision в профиле 7 с поддержкой FEL. Но на самом деле это неправда. Из второго EL слоя берется только RPU, но не целиком FEL-слой. Именно поэтому остальные плееры, кроме SIAM, не могут полноценно воспроизвести Dolby Vision в седьмом профиле. Кстати, Zidu в описании на своем сайте поступила более честно и не написала про поддержку FEL-слоя. Если вас интересует только Dolby Vision в пятом профиле, то без проблем можете брать любое устройство, которое поддерживает Dolby Vision. Многие Dolby Vision видео с седьмым профилем могут не использовать FEL-слой. Это называется MEL-слой. Там содержатся RPU метаданные. Любой из плееров с поддержкой Dolby Vision без проблем может воспроизвести Dolby Vision с MEL-слоем. Даже Amazon плееры. Однако, если вы хотите получить максимум с дисков, записанных с FEL-слоем, а это примерно 40% всех выпущенных дисков и ремуксов, вам необходима поддержка воспроизведения и использования FEL-слоя. До появления SIAM-плеера полноценно FEL-слой у нас воспроизводили только Oppo-клон и Ultra HD Blu-ray плееры. Но у них есть свои проблемы, так как они используют версию SIAM 2.9 и в некоторых случаях имеют ошибки обработки и вывода. Например, тот же Oppo имеет проблемы с хромокомпонентой при выводе Dolby Vision. Чтобы получить наиболее верное изображение на SIAM-плеере, вам придется не просто установить Core ELEC, а использовать сборку, которую делает разработчик под именем CPM. И именно эта версия содержит все наработки и исправления для работы с видео. Естественно, если вы не видите разницы между воспроизведением FEL-ремуксов и преобразованием в 8.1, которые могут предоставить, например, Dune плееры или Amazon плееры, то SIAM плеер вам не нужен. Он нужен тем, кому нужно максимально ультимативное устройство для воспроизведения Dolby Vision. Кроме того, SIAM плеер с Core ELEC от CPM поддерживает преобразование видеоформатов. Он может преобразовать HDR10+ в Dolby Vision. То есть, если у вас есть телевизор с поддержкой Dolby Vision, например, LG, у которого не заявлена поддержка HDR10+, то вы сможете полноценно смотреть динамический HDR на вашем телевизоре. Этого не может делать больше ни один другой плеер. Также вы можете использовать SIAM-плеер на телевизорах, у которых нет поддержки Dolby Vision. Например, на Samsung. При этом вам не нужно дополнительное устройство HD Fury, которое раньше необходимо было покупать для преобразования сигнала и его правильной передачи на телевизор. Этой функции, кстати, тоже нет ни одного другого плеера. При этом вы сможете смотреть полноценно Dolby Vision с поддержкой FEL-слоя и динамическими данными на своем телевизоре Samsung. Также есть возможность преобразования видео с помощью Dolby VS10 в различные варианты видео. Я сейчас делаю ролик о качестве и возможностях движка Dolby VS10. Забегая вперед, скажу, что VS10 логично использовать только в одном случае – для преобразования Dolby Vision в SDR. Это относится ко всем медиаплеерам, которые поддерживают VS10. Например, Dune плееры и Zidu плееры поддерживают VS10 преобразование. Также у вас будут плюсы на этих трех плеерах. Это честная поддержка вывода TV-LED.
То есть это будет не фейк TV-LED, как у Amazon плееров, а настоящий TV-LED, когда обработку RPU метаданных делает ваш телевизор, а не сам плеер. И еще по поводу VS10. Воспроизведение и преобразование Dolby Vision в динамический HDR – это тоже правильный случай преобразования, но только в случае с SIAM-плеером. Другие плееры в таком случае просто выводят исходный HDR, либо в случае с пятым профилем делается преобразование цветового пространства, но без тон-маппинга. А SIAM выполняет полноценный тон-маппинг с учетом FEL и RPU и под возможности вашего HDR TV. Но эта функция требует правильной настройки плеера. Вообще сама установка Core ELEC и его настройка требует знаний. Если вы не обладаете знаниями или не хотите заморачиваться с этим, то, наверное, не стоит покупать этот плеер. На данный момент, насколько я знаю, распродают остатки Yugo AM6B+, либо вы можете купить бывший в употреблении плеер. Их пока достаточно на рынке. Но если вам не нужно максимально качественное и точное воспроизведение Dolby Vision и поддержка FEL-слоя, то, наверное, не стоит заморачиваться с покупкой, потому что потом вы можете оказаться недовольны тем, что у вас что-то не получилось настроить. И вам придется читать форумы, спрашивать у кого-то помощь и так далее. Если вы не хотите с этим связываться, то давайте я расскажу про остальные плееры, которые здесь представлены. Модели Dune 8K сделаны на AMLogic S928X. Это достаточно мощное устройство, если вам не нужен FEL-слой, но нужна максимальная производительность и хорошая поддержка, вы готовы заплатить дополнительные деньги за его стоимость, а также вам нравится оболочка Dune, которая на самом деле очень простая, удобна и позволяет сразу начать пользоваться плеером в полном объеме, тогда вам есть смысл приобрести именно модель Dune 8K. Есть несколько различных моделей 8K, выбирайте, какая вам больше нравится. HDR, HDR10+, и Dolby Vision профиль 7 без FEL, а также 8 и 5 профиль, на нем будут воспроизводиться правильно. Также можно рассмотреть Dune Pro Vision 4K. Эта модель имеет процессор AMLogic S905X4. Она поддерживает все возможности, что и 8K модель, кроме, естественно, 8K вывода. Но у нее менее производительный процессор, поэтому, например, на данный момент есть проблемы с проигрыванием VC1 кодека. Программно процессор его не тянет, а аппарата там есть проблемы. Кстати, SIAM плеер поддерживает проигрывание VC1. Для интерлейсного видео у вас будет полноценное аппаратное ускорение, но для правильного воспроизведения VC1 кодека для прогрессивного видео вам лучше выбрать режим программного воспроизведения. Чем хорош Dune Pro Vision 4K? Тем, что на него можно поставить ту же версию Core ELEC, которая у нас есть на SIAM плеере. Соответственно, вы получаете двойную систему. Либо вы используете Android и оболочку Dune, но без поддержки FEL, но в целом все остальное работает нормально. Либо ставите Core ELEC и получаете все возможности SIAM плеера, кроме более производительного процессора, но поддержка FEL и VC10 преобразование, а также преобразование HDR10 в Dolby Vision и так далее, все это у вас будет. Поэтому, если вы еще не определились, хотите ли вы пользоваться Core ELEC или предпочитаете Android, тогда это ваш выбор. Кстати, интерфейс Core ELEC на самом деле может быть очень красивым, а в сочетании с Embi сервером SIAM плеер позволяет вам получить красивый, удобный и полноценный медиаплеер. То же самое, я еще раз повторяю, вы можете получить с Dune Pro Vision 4K или Hamatic Box, например, если вам не нужна оболочка Dune. На Yugo AM6B+, вы тоже можете пользоваться Android, но он 9 версии, и поэтому там есть свои ограничения. Что касается ZIDU 8K плеера, у меня его нет сейчас. Но на текущий момент, февраль 2025 года, основная проблема – это то, что ZIDU до сих пор не смогли отключить перешарп изображения, который был и на Dune 8K, например. Но программисты Dune смогли решить проблему в течение полугода. А вот программисты ZIDU, к сожалению, пока не смогли. Выбирая между Dune и ZIDU, я бы выбрал все-таки Dune, с учетом того, что у них и поддержка, на мой взгляд, лучше, и длительность поддержки дольше. А теперь про плееры от Amazon. У меня на данный момент Fire TV Stick Max, старый Max. Сейчас уже есть новый Max второй версии.
с более закругленным корпусом. Fire TV Max 23 года поддерживает полноценно все стриминговые платформы, он полностью поддерживает вывод всех вариантов HD звука. И при помощи Kodi вы можете получить проигрывание Dolby Vision в 7 профиле, но только из МКВ и, естественно, без фел-слоя. Если вам не нужен Dolby Vision с фел, то в целом это неплохое устройство, если нужны еще стриминговые сервисы. Но сам формат устройства не очень удобный. Есть проблемы с LAN-портом, его здесь нет. Есть проблемы с подключением дисков. А это у нас Fire TV Cube 3. Мне его подарили для теста. Но я забыл про него сделать видео, потому что все время ждал, пока его доведут до ума. Но в итоге до ума его так и не довели. Это мощное устройство на AMLogic процессоре. Он так же, как и Fire TV Stick, поддерживает Dolby Vision. Но есть свои проблемы. Во-первых, у него есть ошибка с HDR, неправильное определение MDL для видео, закодированного ATEMI библиотекой. Вторая проблема с ним – это вывод звука. Он тоже поддерживает все форматы HD звука, как и Max 2, но обычный Dolby Digital у него выводится с преобразованием через PCM. Пока этот дефект не исправлен. Также у него есть проблема, если вы используете ресивер. Дело в том, что в этом режиме по умолчанию у вас будут проблемы. HDR будет выводиться в 8 битах. Именно в 8 битах, даже если настройка стоит на 12 битах. Давайте подведем итоги. Если вам нужно небольшое устройство для HDR и Dolby Vision с поддержкой HD звука и еще плюс стриминговых сервисов, берите Amazon Fire TV Max второго поколения, и вам будет достаточно. Если у вас есть локальная библиотека фильмов, вас не интересует Dolby Vision FEL, и вам хочется смотреть видео, не особо напрягаясь в настройках и установках операционных систем, берите плеер Dune 8K. Но в принципе, если кто-то любит интерфейс DIDU, то когда они выпустят исправление и уберут перешарп, то в принципе почему нет? Во всем остальном это вполне хорошее устройство, тем более оно нативно умеет поддерживать Dolby Vision CM 4.0. Это, наверное, даст некое преимущество, если вы будете использовать старый телевизор, который не умеет TV-LED. Если вы еще не определились, чего вы хотите, и у вас не так много денег, можете попробовать Dune Pro Vision 4K. Если же вам хочется ультимативное устройство с максимальной поддержкой HDR и Dolby Vision, вам нужен достаточно мощный процессор, то можете взять Yugus AM6B+, либо AM6+, и превратить его в Siam-плеер. И повторюсь, если вы будете использовать Core Elec на основе AM6B+, либо на основе Dune Pro Vision 4K, то вам желательно ставить версию Core Elec от CPM. Потому что только там в данный момент реализованы все плюсы и исправлены все ошибки, которые есть в оригинальном Core Elec. Если вам оболочка Dune не нужна, то можно взять Hamatic Xbox 4K и на нем установить Core Elec. Ну что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.